Точка в деколонизации поставлена. Великобритания, наконец, вернула последние остававшиеся у нее заморские территории в Африке. Ну, или запятую можно, наверное, здесь поставить. Речь об архипелаге Чагос, исторической территории островного государства Маврикии. Сам Маврикий перестал быть колонией королевства 60 лет назад, но часть его островов оставалась под суверенитетом Лондона. Сегодня стало известно о том, что власти Маврикия и Британия наконец договорились, и Лондон вернет в ближайшее время оставшиеся под его контролем вот эти островные земли. Да, этот спор был долгим, но соглашение примечательно не только своим историческим контекстом. Речь и о расстановке сил в стратегически важном регионе. Дело в том, что в так называемой Индо-Тихоокеанской области пересекаются интересы Великобритании, США, Китая и Индии. Ну и кроме того, Маврикий – это популярное в том числе и для россиян туристическое направление. Привлекают уникальные пейзажи, развитая инфраструктура, отличные волны для серфинга. Так, возможно, с возвращением островов Маврикию вариантов у туристов появится еще больше? Ну, все эти аспекты и политические, и экономические, в принципе, почему это произошло, а также перспективы туризма обсудим в ближайшие минуты. Но для начала коротко о самом государстве. Карту и местный колорит изучила наш международный обозреватель Ника Хуциева. С удовольствием изучила. Ника, ну что привлекло внимание в первую очередь? Серьезный ВВП при таких скромных размерах страны, Юрий Николаевич. Весь Маврикий можно пройти с севера на юг меньше, чем за сутки, и это пешком. Республика Маврикий находится в Индийском океане, относится к Восточной Африке. Ближайшие соседи – Мадагаскар и Реуньон. На Маврикии живут более 1 миллиона человек, и живут они относительно хорошо в сравнении с материковой Африкой. Остров занимает 2-е место по объему ВВП на континенте. Уступает лишь Сейшелам. Основной доход у обеих стран – туризм. Говорят на Маврикии на французском и английском языках. И это наследие ее колониального прошлого. Долгое время Маврикий был французской колонией, потом британской. Независимость остров получил в 1968 году. Но вот за 3 года до этого Лондон отделил архипелаг Чагос от Маврикия и объявил это британской территорией в Индийском океане. Местных жителей с Чагоса просто выселили, погрузили от 2000 до 4000 человек на суда и отправили на Маврикий и соседние Сейшелы. И вот сегодня архипелаг возвращается историческому владельцу. Вроде бы возвращается, но не точно. Сделка подлежит доработке в соответствии с договором и некими, цитата, вспомогательными правовыми инструментами. И не весь, но коренные и этому рады, и благодарны. Мы с гордостью сообщаем, что Британия признала наш полный суверенитет над Чагосом, за исключением самого крупного острова Диего Гарсия. Некоторые считали, что это невозможно, поскольку такая маленькая страна, как наша, не сможет договориться с великой державой. Что касается самого государства Маврикий. Послом России в островном государстве в середине сентября была назначена журналист и телеведущая Ирада Зейналова. В последние годы Маврикий становится все популярнее среди российских туристов. Виза на короткую поездку до 60 дней не нужна. Летом были прямые перелеты. Сейчас, правда, как и на остальные курорты, приходится летать через Стамбул или Дубай. В дальнейшем авиакомпании планируют возобновить рейсы на остров. Температура на Маврикии тоже приятная. Опускается ниже 22 и редко доходит до 30 и выше. Ураганов, сезонов дождей и других буйств стихий здесь тоже не бывает. Но вот в среднем недельный тур на двоих стоит сейчас около 300 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом российские туроператоры фиксируют рост продаж на этом направлении в 2 раза. Маврикий сейчас очень популярное направление среди островов Индийского океана, и в этом году только за летние месяцы этот прекрасный остров посетило 4000 человек, а по итогам 8 месяцев это 22 тысячи прибытий. Кстати, Маврикий догнал Сейшелы, которые традиционно были лидерами среди именно отдыха на островах. Есть и те туристы, которые предпочитают сами арендовать апартаменты, виллы и бунгало. Например, дом с бассейном и с выходом на пляж, где могут спокойно жить до 8 человек, обойдется в среднем в 100 тысяч рублей за неделю.
Есть спрос и на покупку недвижимости. По оценкам аналитиков рынка, некогда экзотический курорт сейчас становится все более привлекательным для российских инвесторов. Юрий Николаевич. Ник, спасибо. Звучит, конечно, заманчиво, насколько весь этот тропический рай реален, если смотреть на него изнутри. Обсудим уже с местным жителем. Да, Станислав Москвин живет на Маврикии, владелец компании по недвижимости Rocket Ventures Invest. Станислав, здравствуйте. Ну, Станислав, мы ждали, что вы сейчас включитесь к нам, стоя на доске для серфинга на фоне каких-нибудь потрясающих пейзажей Маврикии, потому что мы только так себе представляем остров. Да, здравствуйте. Ну, ладно. На Маврикии нет рано. Хорошо. Станислав, скажите, каким образом жители отреагировали на факт возвращения архипелага? Есть ли вообще какая-то реакция или это уже было ожидаемо? В целом жители отреагировали спокойно, каких-то гуляний, больших новостных поводов сегодня не было. Единственное, что вчера был официальный прием совместный с китайским правительством и премьер-министром Маврикии. И там в вступительной речи коснулись этого вопроса. Все, конечно же, встретили эту новость аплодисментами, но довольно быстро вернулись к основной экономической повестке. В целом, это хороший знак для текущего правительства Маврикии, потому что в этом году выборы, и, безусловно, премьер-министр может записать себе в актив в предвыборной гонке это достижение. В целом же на повседневной жизни маврикийцев это никак не отразилось. Станислав, а что собой вообще представляет этот архипелаг? Там есть какие-то острова, которые теоретически пригодны для жизни, помимо того, который уже занят, да, под базы военные? Пока этот архипелаг можно рассматривать как большой заповедник и как какой-то следующий рубеж для следующих поколений для освоения этих территорий. Это означает, что у Маврикии появляются больше земли, которая однажды будет освоена в том числе и нашими российскими инвесторами. Пока же там просто экзотические леса. А у российских инвесторов есть такой интерес? Вообще к каким-то объектам инфраструктуре Маврикии есть интерес? Наше агентство недвижимости номер 1, которое работает с российскими инвесторами и российскими покупателями, мы фиксируем за последние 3 года кратный рост интереса и объема сделок среди российских клиентов с объектами недвижимости Маврикии. Кроме того, маврикийское правительство запустило много интересных и привлекательных программ, и поскольку это дружественная страна, то никаких ограничений для россиян при покупке недвижимости наравне с другими государствами, гражданами других государств не существует. Соответственно, мы сейчас помогаем нескольким российским девелоперам в поиске площадок и выпуске исходно разрешительной документации на строительство жилой недвижимости, и с каждым годом все больше и больше инвесторов интересуются и заходят на Маврикий. Кроме того, некоторые компании, достаточно крупные, переводят сюда свои офисы, потому что здесь есть интересные режимы налогообложения. Любопытно. Но если вернуться к Чагосу, с туристической точки зрения, если пока он, допустим, для жизни не очень пригоден, с туристической точки зрения он представляет какой-то интерес? В настоящий момент это может быть исключительно экскурсионная поездка, и потенциал в текущий момент именно такой. Чтобы там остановиться, приехать, провести время, пока никакой инфраструктуры там не создано. Потихонечку люди будут переселяться на этот остров, те, которые были депортированы ранее, их потомки, и со временем, может быть, в горизонте 10-15 лет это может быть еще до точки притяжения и для туристических потоков. Угу. А российских туристов сейчас много, Станислав? Какая динамика вообще с момента, как открылось прямое авиасообщение? Ну, пока такое нерегулярное, но тем не менее уже есть. После окончания пандемии Маврикий запустил интересную программу по премиум-визам, и она выдается всем желающим при простом пакете документов на год. Это сильно увеличило турпоток, в том числе и среди россиян. В настоящий момент не только туристы, но и многие россияне переезжают на Маврикий на долгосрок. А что там делать, Станислав? Расскажите, какая там есть работа, допустим? Что такого привлекательного, помимо красивых пейзажей и океана? Маврикий — это полноценное государство. Это
остров с несколькими городами. Здесь есть даже некий аналог нашего Москва-Сити, то есть деловые кварталы. Возводится очень много объектов инфраструктуры, мосты, развязки, большие торговые центры. И это прям настоящее мини-государство с реально работающей демократией, судами, законами, и абсолютно безопасное. То есть очень слабо коррумпированное, и здесь достаточно сильно развит несколько секторов экономики. В частности, это легкая промышленность, здесь пошивается множество международных брендов одежды. Хорошо развито сельское хозяйство, туризм, строительство и, конечно же, финансовый сектор. Поскольку Маврикий является так называемыми воротами в Африку, в том числе и крупные российские компании, которые занимаются, например, производством и экспортом удобрений, они здесь открыли свои представительства и успешно работают из Маврикия на Африку. Кроме того, несколько крупных IT-компаний перевезли сюда свои офисы вместе со всем персоналом и также продолжают здесь свою деятельность. Также здесь достаточно хорошо развитый, как сказать, местный бизнес, который сложился исторически еще от старых колониальных семей, и не зря у Маврикия сейчас, если не считать Сейшелы, самый высокий ВВП в Африке. Станислав, а что касается китайского присутствия, насколько развито оно? Много ли компаний, бизнеса именно с китайским составляющим? Правительство Маврикия очень осторожно относится к китайскому влиянию. Безусловно, здесь есть и маврикийцы китайского происхождения, но крупные компании заходят крайне мало. Были случаи, когда заходили большие компании, и в итоге, после того, как они проходили какие-то первые этапы развития своих проектов, как вот, например, здесь вот одна компания строила большой логистический хаб, впоследствии они прекращали свою деятельность, по крайней мере, в заявленных масштабах, потому что, опять же, повторюсь, маврикийское правительство осторожно смотрит на китайское влияние. Спасибо большое. Станислав Москвин был с нами в эфире. Из Маврикия включался. Это владелец местной компании по недвижимости Rocket Ventures Invest. Исторический день для всей страны. Вот так власти островного государства Маврикии описали это соглашение, которое, наконец, удалось достичь с Великобританией. Я напомню, что по этому договору архипелаг из более чем 60 островов, Чагос, да, называется, возвращается в Маврикию. И теперь страна сможет свободно переселять туда своих граждан, на эти территории. Как мы уже упомянули, более 50 лет назад они были выселены Британией. Тогда речь шла где-то порядка в пределах 2-4 тысяч человек. От Чагоса до самого Маврикия более 2000 километров, то есть расстояние это не маленькое. Но во всей этой сделке есть одно исключение. Один остров все-таки остается за Лондоном. Какой? И это, наверное, главные подводные камни и надводные кораллы всего этого события. Речь о Диего Гарсия. Назван так по имени матроса португальского галеона, когда-то первым увидевшего остров. Самый крупный, а по некоторым оценкам единственно пригодный для жизни на всем архипелаге. И самое главное, на Диего Гарсия с 1966 года действует самая большая и самая секретная военно-морская база совместная Британии и США. Суть сделки в том, что и Диего Гарсия, и Порт-Луи по-прежнему остаются за Британией. Теперь, правда, на правах аренды на срок 99 лет. Что дальше, тоже пока неизвестно. Как и о стоимости аренды, которую стороны публично не раскрывают. Но в любом случае, в ближайшие почти 100 лет доступ граждан на Маврикия на этот остров, как и лов рыбы, закрыт. Что представляет собой военно-опорный пункт сам по себе? По информации американской «Вашингтон-Пост», это военно-морской, логистический, коммуникационный и дозаправочный центр. Но главное, там есть взлетно-посадочная полоса, с которой могут уходить
на военные миссии истребители и приземляться тяжелые бомбардировщики и сверхтяжелые грузовые авиасуда. Благодаря выгодному географическому положению военно-морская база может осуществлять контроль за всем Индийским океаном, за территорией Ближнего Востока, Южной Азии и Восточной Африки. Военные самолеты с этой базой как раз участвовали в миссиях в Афганистане, в Ираке, сообщает все та же «Вашингтон-Пост». Большинство сотрудников базы американские военные. И вот как в Вашингтоне еще зимой прошлого года оценивали значимость Диего Гарсия для США и их союзников. Диего Гарсия – это совместный американо-британский военный пункт, который играет жизненно важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Для нас он необходим для обеспечения мировой безопасности. Он помогает нам поддерживать в регионе стабильность, а также быстро отвечать в случае необходимости на угрозы и вызовы, с которыми мы здесь сталкиваемся. Ну, страны разные уже Маврикий, конечно же, поздравляют. Одной из первых, кто публично вот так вот высказал свои поздравления с возвращением суверенитета над островами, стала Индия. По их мнению, и также по мнению некоторых специалистов по региону, соглашение может быть в первую очередь выгодно Китаю. Пекин наращивает свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Ну, значение вот этой деколонизации Маврикия и на что это может повлиять, обсудим. Роман Файшмидт, лектор президентского университета, с нами на связи. Роман Иосифович, здравствуйте. Добрый вечер. Роман Иосифович, вот «Таймс» пишет, что Лиз Трасс в свое время заявляла буквально безапелляционно: мы никогда не уступим и не должны уступать эту территорию. Так что же случилось? Почему отдали? Да, на самом деле факторов достаточно много, и прежде всего это же, конечно же, изменившаяся геополитическая конфигурация в самом регионе. Мы с вами можем увидеть, что Индийский океан и, в принципе, более широкий Индо-Тихоокеанский регион представляет собой арену противостояния интересов как так называемого коллективного Запада, где кроме США и Великобритании мы сможем еще выделить и Австралию с Новой Зеландией, так и, соответственно, Китай и Индия, причем мы смотрим по отдельности. Это первый момент. Второй момент – это, конечно же, изменившееся правительство в самой Великобритании. Если мы говорим о временах Лиз Трасс, то тогда мы говорим с вами о консервативном правительстве. Но сейчас под властью Великобритании находятся лейбористы, которые на ряд внешнеполитических вызовов и вопросов смотрят несколько по-другому. Но, тем не менее, их уже критикуют очень активно, и британские политики, да, и американские яростно критикуют это решение Стармера, говорят, это безумие, поскольку на островах Чагас может появиться китайская военно-морская база. Вот это обоснованные опасения? Я бы не согласился с этими опасениями. Даже вот предыдущий премьер-министр Великобритании, тоже консерватор Борис Джонсон, как раз утверждает, что это разрушит имидж Великобритании и, соответственно, будет нести прямую угрозу вот как раз за счет военных баз под контролем, под возможным контролем Китая. Но здесь я вынужден все-таки не согласиться, поскольку кроме острова Диего Гарсия, архипелаг Чагас не очень удобен для размещения объектов военной инфраструктуры. И здесь как раз, скорее всего, Великобритания нашла, можно так сказать, win-win solution. То есть решение международного спора, которое может одновременно быть выгодным и самой Великобритании, и, соответственно, Маврикию. Великобритания хотела сохранить контроль над морскими путями и, соответственно, сохранить свое влияние в Индийском океане. Соответственно, сохранение военной базы Диего Гарсия уже это демонстрирует. Маврикий, соответственно, хотел восстановить свою территориальную целостность и решить вопрос с переселенцами с островов Чагас еще в 60-х годах. Опять-таки, тут уже были обозначены цифры 2-4 тысячи человек, сейчас это уже, соответственно, больше, учитывая их детей и внуков. Но, опять-таки, для маленького Маврикия это большие цифры. Население Маврикия, минуточку, 1 миллион 270 тысяч человек. Это меньше, чем население Эстонии, меньше, чем население российского города Новосибирск. И, конечно же, это серьезный социальный вопрос для такого маленького государства.
Соответственно, передача данных островов – это уже помощь расселению этих самых вынужденных переселенцев. А для Великобритании это еще, можно так сказать, репутационный плюсик в отношениях с так называемым глобальным югом. Это демонстрация того, что страны коллективного Запада, Великобритания плюс США и так далее, в принципе, могут найти консенсус по ряду вопросов, в том числе и территориального характера. Да, тут некоторые могут возразить, и уже есть некоторые угрозы, связанные с тем, что Великобритания также может потерять Фолклендские острова и даже Гибралтар, за который как раз есть спор между Великобританией и Испанией. Но, скорее всего, Великобритания осознает, внешнеполитическое руководство Великобритании осознает, где, соответственно, можно дать слабину и, соответственно, поделиться территорией, которая, вот как уже было замечено, не очень пригодна для жизни, хотя, конечно, вести хозяйственную деятельность там можно. Но в то же время не стоит каких-то больших денег. Соответственно, я вижу, что Великобритания здесь, соответственно, решила вопрос в собственных интересах и, опять-таки, решила так, что продемонстрировала себя позитивно для стран глобального юга. Ну, по поводу расселения здесь есть еще, конечно, вопросы, потому что вот местные жители говорят о том, что там 99% этих всех маленьких островков просто непригодны пока для жизни, и сколько денег туда будет необходимо еще вложить. Но по поводу денег мы с вами поговорим. Чагос вот сейчас вроде бы, да, вы тоже это говорите, вроде бы передан Маврикию, но ключевой остров, основной, тут же взят британцами в аренду на 99 лет. И сделка, вот как в парламенте Британии представлена, подлежит еще доработке в соответствии с договором и какими-то вспомогательными правовыми инструментами. Непонятно, кстати, момент, что это значит. Ну и по сути и по факту, так чей Чагос-то? Чагос уже будет находиться в юрисдикции Республики Маврикий. Да, вы правильно как раз отметили, что действительно необходимы инвестиции в решение вопроса расселения и, соответственно, создание условий для хозяйственной деятельности и туризма. Это действительно так, и, как ни странно, скорее всего, договор, который пока еще не финализирован, соответственно, его итоговая версия будет готовлена несколько позднее, будет включать пункт о предоставлении финансовой помощи, в том числе ежегодных выплат за, соответственно, передачу островов и эксплуатацию острова Диего Гарсия как минимум на 99 лет. Плюс ко всему, Великобритания совместно с США также решили взяться за предоставление еще и инфраструктурных инвестиций, в которых Маврикий непосредственно нуждается. Опять-таки, это маленькое государство, но, соответственно, требующее развития инфраструктуры, в том числе дорожной, авиаинфраструктуры. И то, в чем нуждался Маврикий, соответственно, стороны Великобритания и Соединенные Штаты решили предоставить. Роман Иосифович, о каких суммах за аренду может идти речь? Есть информация, что ранее Маврикий просил какие-то совершенно баснословные суммы за это. И поэтому, собственно, и Британия долгое время оттягивала этот вопрос. К сожалению, вопрос с суммами остается закрытым. И здесь есть понимание, почему. Соответственно, есть конкуренты, непосредственно Китай и Индия, которые, в принципе, могли бы также оказать влияние на решение данного спора. Но, скорее всего, правительство Маврикия смотрит, что называется, в долгую и осознает, что те суммы, которые предложили США и Великобритания, скорее всего, речь идет, я могу предположить, что это как минимум $500 миллиарда, опять-таки это очень большая сумма в год. Но, конечно же, мы пока касательно цифр можем гадать, это всего лишь предположение. Опять-таки, здесь, конечно, выделяется конкуренция, прежде всего с Китаем, который достаточно давно уже сотрудничает с Маврикием и уже успел предоставить ряд пакетов инвестиционной поддержки, который только по одним направлениям составляет от $2 миллиардов США. Соответственно, будем надеяться, что какие-нибудь цифры случайно попадут нам общественности, но, к сожалению, пока о точных цифрах мы говорить не можем. Вот Тори уже обрушились с жесткой критикой на правительство по этому поводу, когда некоторые подробности сделки стали известны, и как раз требуют раскрыть все данные по этому поводу этого договора, в том числе и суммы аренды. Не будет ли все отыграно, как в народе говорят, взад
могу предположить, что если вдруг будет принято решение о, как сказать, о выводе данного решения, то это будет серьезнейшим репутационным ударом в сторону Великобритании. Текущее решение, оно все-таки улучшает позиции Великобритании как партнера стран глобального юга. Да, что наконец-то тот конфликт, тот территориальный диспут, Роман Ильич, который длился больше лет. Я прошу прощения. Да, прошу прощения. Британия 60 лет поливала вообще на все мнение, которое существовало в мировом сообществе по этому поводу, как раз по поводу и Чагоса, и Сан-Диего. Британия в 1966 году просто погрузила 4000 человек как скот на суда и выкинула просто на Маврикий и на Сейшелы. О чем вы говорите? Какие репутационные издержки? Смотрите, тут я как раз могу легко найти ответ на ваше возражение. В 2019 году со стороны структуры ООН, прежде всего со стороны Международного суда ООН и, соответственно, Генеральной Ассамблеи ООН, были выпущены документы, призывающие Великобританию покинуть архипелаг Чагос в течение 6 месяцев. Можно предположить, что Великобритания это не сделала, как мы это можем увидеть, но когда было голосование Генеральной Ассамблеи ООН, всего 6 государств в мире выступили против соответствующей резолюции. Среди них были как раз Великобритания, Соединенные Штаты и Австралия. Что это демонстрирует? Это демонстрирует то, что этот вопрос уже является обременением для британской внешней политики. Так как раз уже после большинство этого, стран мира выступает против того, чтобы Великобритания продолжала контролировать архипелаг Чагос. И если консервативное правительство, соответственно, держало жесткую позицию, то лейбористское правительство было готово этот вопрос решить. И, как мы видим, уже решение принято. Насколько я помню, это уже второе голосование. В первом вообще у Британии не было представителей суда, и только один представитель Соединенных Штатов проголосовал против. И насколько я знаю, если я могу ошибаться, конечно, но решение всех вот этих судов носит рекомендательный характер. И как раз после второго Трасс и заявила, что мы не отдадим эту территорию. Они написали, мы изучим, подробно изучим. Спасибо, вам перезвонят в переводе. Да. Хорошо, Роман Иосифович, допустим, не откатят. Вопрос вот в чем, и тоже одна из претензий со стороны Тори сейчас. Аренда идет на 99 лет. А что потом? Ну, тоже непонятно, да, там, как они договорились. Это, кстати, тоже они хотят, чтобы было озвучено. Опубличено, да. Это очень хороший вопрос. Мы с вами мыслим уже не просто долгосрочными перспективами, а, можно говорить, мега-долгосрочными, поскольку мы даже не всегда можем... За наших туристов на Маврикии переживаем. Да, а здесь через 100 лет. Опять-таки, можно вспомнить, опять-таки, договор между цинским правительством в Китае и, соответственно, правительством Великобритании касательно Гонконга. И сколько не было разговоров, но в итоге Великобритания приняла решение вывести свои войска и, соответственно, отказаться от своего контроля касательно Гонконга. Не исключено, что и касательно Маврикии мы можем увидеть похожую ситуацию через 100 лет. Опять-таки, это всего лишь предположение. Мы не знаем, какая будет геополитическая конфигурация через 100 лет. Мы не знаем, какой будет Маврикий и какая будет Великобритания. К сожалению, здесь давать прогнозы очень даже бессмысленно, поскольку все настолько сильно может измениться в течение 10-20 лет, что мои предсказания могут оказаться измененными не только один, но, может быть, даже и сотни раз. Ну, через 100 лет, да, вам этого уже никто не вспомнит. Все неоднозначно. Роман Ильич, ну, хорошо, мы оставим вашу комплиментарность по отношению к репутации госпожи Британии. Но как бы всем правят, как мы знаем, деньги, амбиции и власть. Вот если так все-таки подумать, зачем они отдали это сейчас, этот остров, этот архипелаг? Вы хотите предположить? Ну, все-таки, да, если подумать.
Смотрите, вы хотите предположить, что Великобритания получит какие-то финансовые выгоды? Здесь я все-таки несколько могу усомниться в этом. Прежде всего, здесь вопрос связан с тем, а насколько Великобритании самой необходимо контролировать вот этот гигантский архипелаг, если на самом деле ей этот архипелаг нужен исключительно для контроля над собственной военно-воздушной базой на Диего Гарсия. Опять-таки, когда решение было принято, связанное с отмежеванием архипелага Чагос от территории остального Маврикии в 1965 году, судя по всему, подразумевалось, что данный архипелаг будет нуждаться в какой-то дополнительной территории, может быть, даже будет разрастаться. Сейчас же мы видим, что в этом необходимости, скорее всего, нет. А необходимость в улучшении отношений со странами глобального юга, к коим, кстати, относится Маврикий, она, соответственно, есть. И здесь же есть у нас очень такие жесткие конкуренты, прежде всего в лице Китая. Соответственно, есть необходимость привлечь Маврикий, можно так выразиться, на свою сторону, учитывая, что этот маленький остров с очень маленьким населением на самом деле занимает очень выгодное геостратегическое положение. Можно даже выразиться, что это своего рода шлюз на африканский континент, а также прямой выход на Южную Азию и даже Ближний Восток, кстати, что уже было обозначено касательно острова Диего Гарсия. Все-таки Спасибо. Странное это решение. Если сейчас какие-нибудь крупные китайские компании, девелоперы начнут с любопытством осваивать эти территории и плавать на своих корабликах там рядом, что-нибудь там строить, нельзя плавать. Будет? Ну как это? острова-то есть, они маврикийские. Это британская территория в Индийском океане. А там больше ничего нет. Это все капелюшечки там все. Ты посмотри. Китайцы умеют из капелюшечек создать что-нибудь значимое. Спасибо большое. Роман Файншмидт был с нами, лектор президентского университета. Спасибо.